вообще в эксплуатацию. Переходим к следующему слайду. Здесь мы с вами уже более подробно, декомпозированно разберемся, что произошло в городе Харькове с социальным жильем в разрезе административных районов. Вы это видите. Ну вот с какого-то перепугу последний, так сказать, 12 месяц нам показал какой-то неадекватный, как я считаю, рост стоимости социального жилья. Это вторичный рынок. И больше всего подорожала недвижимость, кто бы мог подумать, в индустриальном районе. Но это одна из недорогих районов, хотя он такой достаточно длинный, плюс 0,29, 0,92% видим, да. И меньше всего нет, Салтовский, надо же, Салтовский район, это бывший московский, подорожал на 0,93%. И меньше всего подорожала недвижимость у нас в Шевченковском районе, плюс 0,73%. По-моему, так, да, да. Шевченковский наименьше всего подорожало, наибольше всего в Салтовском районе. Переходим к следующему слайду. Здесь мы поговорим, что произошло с недвижимостью на протяжении 4 лет войны, ну еще 4 года, да, будет у нас 24 февраля, ровно 4 года. Слайд появился благодаря вам, мои подписчики. Вы меня просили, Андрей, покажи, что же произошло с начала войны с недвижимостью города Харькова. На примере социального жилья я вот такой вам показываю график-рисунок. То есть это уникальный контент, друзья, вы вряд ли где-то на просторах интернета найдете подобную информацию. Итак, поквартальное исследование, март 2022 год, помню, война началась в феврале, 24 февраля. $682 за квадратный метр, класс социальное жилье, вторичный рынок. Первый год войны снижение было порядка, наверное, 8%. Второй год мы видели такое плато, то есть практически ничего не происходило с недвижимостью, а были значит, моменты, когда она даже незначительно вырастала в своей стоимости. Самый такой тяжелый год для рынка недвижимости – это третий год войны, 2024 год. Порядка, по-моему, 13% подешевела недвижимость, причем по всем сегментам. И вот 2025 год, который тоже уже прошел, на удивление оказался годом, когда стоимость квадратного метра незначительно подросла, там, по-моему, в годовом измерении то ли 4%, сравнивать, если декабрь 2024 года с декабрем 2025 года. По-моему, 4,5%, но мы дальше посмотрим, уже более короткий график. С чем это, друзья, связано? Я не могу сказать, с чем это связано. Я даже себе представить не могу, как в городе, который медленно умирает, ну, это не фигура речи, да, это действительно так, без света, без воды. Я просто знаю, что происходит в Киеве. Ну, как можно выжить в этих каменных мешках? Это нереально. И при всем при этом стоимость недвижимости незначительно, но показала динамику роста. Ну, напишите, у кого какие есть соображения. Говорят, что это вроде как деньги за убитых, так сказать, украинцев на фронте выдает государство, и вот покупается недвижимость. Я очень слабо в это верю, судя по тому, что гарант Конституции сказал, что там сколько, 33 тысячи погибло, да, то вряд ли эти 33 тысячи разогреют рынок недвижимости, да. А если вот это миллион людей погиб, то тут возможно, да, локально в каких-то городах и может наблюдаться разогрев рынка при условии, если эти деньги, которые выдают погибшим, там что-то большая сумма, то ли 15 миллионов, действительно большая сумма, если действительно эти деньги выдают. Второй вариант, который наиболее часто слышу, это упыри, ТЦКшники, которые, так сказать, неплохо зарабатывают на том, что вылавливают людей, что они вроде бы как тоже являются на сегодняшний день активными участниками рынка. Но я опять в это не верю в силу того, что всего у нас 150 тысяч, это 50 тысяч ТЦКшников и 100 тысяч милиционеров, итого 150 тысяч в целом по Украине. Я не думаю, что вот данные головорезы, неграмотные, так сказать, ну, не хочется ругаться, в общем-то,
люди могут разогреть рынок недвижимости в силу того, что они где-то, да, каждый, наверное, чуть-чуть там себе приворовывает, но я не думаю, что прямо они уж сказочно разбогатели на войне. Хотя, может быть, не прав. Напишите, что об этом думаете. Ну и третья версия – это программа EOSEL. Я тоже вам показал в предыдущем видео, и в этом покажу. Она на самом деле, друзья, не работает. 16 тысяч объектов жилой недвижимости, по-простому квартир, было сдано в эксплуатацию и, в общем-то, купили люди. Всего лишь 16 тысяч за 4 года войны. В стране, где живет на сегодняшний день, по моим подсчетам, 25 миллионов. То есть это капля в море. Итак, напишите ваше мнение, а подводя итоги, мы видим, что вот здесь внизу экселевские данные, они уже так посчитаны, чтобы вы себя не мучили. Сколько же за 4 года снижение на рынке жилой недвижимости, видите, минус 12,90%. Но почти на 13% все-таки за 4 года мы видим отрицательную динамику снижения роста. Если говорить последний год, да, динамика роста 4%, если за весь период войны, то динамика роста, снижения 13%. Переходим к следующему слайду. Здесь очень кратко мы поговорим о аренде, которая, в общем-то, растет. Внизу вот эта табличка такая, давайте я проговорю. За квартал сравниваем, вы видите здесь сентябрь с декабрем, то есть третий квартал с четвертым кварталом, рост на 1,35% аренда выросла. Но, возможно, это похоже на правду, невозможно, это похоже на правду. Я как бы отслеживаю по предложениям, действительно аренда растет, причем во всех больших городах, миллионниках, областных центрах. Это правда. Переходим к следующему слайду. Здесь очень так быстро пройдемся по основным параметрам. Это у нас эконом-комфорт бизнес-класс, также вторичный рынок. Здесь, как я уже говорил, впервые за 11 месяцев или за 12, да, уже подешевел этот сегмент рынка, эти классы на 0,83%, ну, практически на 1%. Также можете посмотреть в абсолютных цифрах, сколько это стоит, и в процентном соотношении, как снижалась стоимость квадратного метра по административным районам. А следующий слайд – это первичный рынок, он также подешевел почти на 2%. Первичный рынок эконом-класс. Можете посмотреть в абсолютных цифрах стоимость квадратного метра, ну и снижение в процентном соотношении за месяц. То есть достаточно сильно за месяц показала нам динамику отрицательную или же снижение. Следующий слайд. Здесь мы говорим о первичном рынке комфорт бизнес-класс. Здесь незначительная динамика роста, плюс 0,55%, ну, полпроцента в месяц на протяжении, в общем-то, 12 месяцев. Это уже неплохая получается цифра, да, роста. Также можете посмотреть в абсолютных цифрах стоимость квадратного метра первичного рынка данных классов и рост в процентном соотношении. Ну и последний, так сказать, слайд, который нам показывает колебательные, так сказать, вот эти процессы длиной в 1 месяц. Это первичный рынок, элитный класс. Обратите внимание, что осталось всего лишь 2 административных района, в которых строятся квартиры данного класса. И то, насколько они сильно отличаются в зависимости от локации. Шевченковский, да, ну это центральная часть города, и Киевский центральная часть города. Видим, что Киевский гораздо дороже, чем Шевченковский, хотя квартиры одного и того же элитного класса. Видим снижение стоимости в целом по городу, минус 0,77% квартиры данного класса. Напомню вам,